Друзья, рад приветствовать вас на канале Rustories, где мы изучаем русский язык по коротким рассказам на самые разные темы. Меня зовут Андрей, и сегодня я прочитаю вам впечатление молодого человека из Чехии, который решил переехать в другую страну. Итак, поехали. Я чех. Сейчас живу в Окленде, в Новой Зеландии. Хочу рассказать свою историю про то, как я нашел работу сварщиком в Новой Зеландии. Почему я уехал из Чехии и почему выбор пал на Новую Зеландию. Все началось с моей девушки. Я с ней познакомился как раз после ее приезда из Новой Зеландии. И она не переставала рассказывать, какая это райская страна, как там круто, какое там ощущение свободы и как ярко светит солнце. Не то что в дождливой Чехии. И казалось бы, 2 года прошло, пора позабыть. Да вот в прошлом году что-то ей на работе все надоело, страна родная стала ей не мила. И она сказала, что все, уезжает в Новую Зеландию. Я эту информацию долго переваривал, долго мы ссорились по этому поводу. Был шок. В отличие от нее, я Чехию всей своей душой люблю и ценю. А просто так собрать чемодан и уехать не казалось мне хорошей затеей. Но ее понять можно. Ей Чехия надоела. У каждого свои представления об идеальной жизни. Пришлось расстаться. Вот тогда я в первый раз услышал про программу Working Holiday и решил Новую Зеландию посмотреть. В год чехам дают 1500 виз по этой программе, словакам всего 300, а полякам по ней вообще ездить не могут. Приезжающие могут работать где хотят, но через год должны покинуть страну и по этой визе уже приехать не могут. Она дается раз в жизни. То, чем я занимался в Новой Зеландии, работой не назовешь. Мы тут с группой чехов и словаков работали где придется. Собирали киви и яблоки. Строили дома, делали физическую работу, а потом все деньги тратили на путешествия и в баре. Было весело. И когда я вернулся, то планировал куда-нибудь в Канаду поехать по этой же программе. Но потом передумал. Решил, что лучше солнечная Зеландия, чем снежная Канада. Ну а вообще подумал, что может быть не так уж плохо корни пустить в Новой Зеландии. На это все ушло пару месяцев. Я объявил на работе, что увольняюсь. Получил справку о несудимости на почте за 5 минут. Приготовил переведенные копии документов и сертификаты сварщика. А 13 марта покинул Чехию. Мог уехать раньше, но билетов уже не было. Полетел как турист. Благо чехам визу на 3 месяца оформлять не надо. Изначально хотел остаться в Тауранге, но позже передумал. Ну а весь мой план заключался в том, чтобы просто ходить от фирмы к фирме,
раздавать резюме и спрашивать, не нужны ли им сварщики по нержавеющей стали. В итоге одна фирма в Тауранге мной заинтересовалась и один владелец фирмы в Окленде. Я выбрал Окленд, сразу получил job-offer и начал оформлять документы. Я искал работу меньше месяца, обошел около 100 компаний. Я не искал работу через интернет, а просто если видел фирму, на которой было написано Stainless Steel, то шел туда. Соваться в большие фирмы не имело смысла. Там первое, что хотели, это заполнить формуляр, где один из вопросов был, есть ли у вас рабочая виза. В одной из фирм попросили что-то посчитать, но я просто не понял, что от меня хотят. А вот маленькие фирмы, где я общался непосредственно с владельцами, вели себя по-другому. В той, в которой я в итоге остался, владелец попросил показать мастерство на деле. И сразу после этого написал приглашение на работу. В тот же день, не раздумывая. После получения приглашения на работу началась самая веселая стадия – сбор бумажек. Работодатель немного не понимал моей ситуации. Он не сразу подал объявление на биржу труда, поэтому получение визы растянулось почти на месяц. 3 недели объявление провисело в интернете. За это время откликнулся всего один местный кандидат, но и тот не подошел. Объявление писалось под мою квалификацию, хотя шеф бы принял и на пару человек больше, если бы они нашлись. Но не нашлись. Я сам был удивлен и не понимал, как так? Это же Окленд, столько народу. Для сварщиков в Новой Зеландии работа есть. В Окленде мы недавно проезжали одну маленькую улочку, и там фирм, работающих с нержавеющей сталью, штук 15 в ряд стояло. Я думаю, что главный совет – не надеяться, что кто-то отзовется и примет с распростертыми объятиями. И немного упорным быть. Предлагать. Давайте я вам покажу, что умею. Но и у меня были моменты, когда я начинал сомневаться насчет шансов получить оффер. Оказалось, не так все просто, как я думал. Потому что, когда человек обойдет 100 фирм и все ответят отказом, тяжело себя мотивировать продолжать. Но сейчас все нормально. Работа мне нравится. Зарплатой доволен. Местные сварщики получают долларов 40-60 в час, но работают на контракт. У меня чуть больше 30 в час. Коллектив маленький. Кроме меня, там работают шеф, бухгалтер, еще 2 на контракте, пара студентов по обмену, которые делают чертежи, и один молоденький местный. Но ему не доверяют сварку. Он только как помощник. Фирма маленькая, поэтому делают все, что только можно. Подготавливают материал, ездят его закупать,
делают непосредственно сварку. Сейчас у нас большой проект. Меняем трубы и балки на заводе по производству вина. То есть это надолго. И в основном туда ездим работать. Сейчас варим ступеньки и поручни. Все из нержавеющей стали. Работа от 7 до 3:30, часто и до 4, и до 5. Иногда просто невозможно бросить и уехать, не доделав. Тут принято иметь свои инструменты. Обошлись они мне в 2500. Сварочный аппарат предоставляет работодатель, но я планирую его купить в будущем. Вот так я оказался в Новой Зеландии. Все из-за девушки. Друзья, вот такие впечатления у нашего сегодняшнего героя. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк этому видео. А если вы уже давно с нами и вам нравится то, что мы делаем, то вы можете перейти по ссылкам в описании и поддержать нас на сайтах Patreon и Buy Me Coffee. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!